Привет! Если у вас смартфон Xiaomi, Redmi или Poco на MIUI 14, то скорее всего вы знаете, как Xiaomi представляли вот такие иконки и супер-виджеты. В китайских версиях MIUI такие супер-виджеты и иконки можно устанавливать без проблем, а вот на глобальных прошивках просто так их не установить, но сейчас появилась возможность это сделать, и я вам про это расскажу. Сейчас мы вместе поставим эти виджеты. Виджет музыки, а также вот таких два виджета подсчета шагов. Все эти три виджета официальны от MIUI, но есть некоторые нюансы. Об этом далее в ролике. Итак, я удалил верхний виджет подсчета шагов, который у меня здесь был. Сейчас мы его заново установим. Работает он через приложение Mi Fitness. Здесь есть некоторые нюансы, поэтому смотрите весь ролик до конца, чтобы у вас все правильно работало. Вам понадобится установить Mi Fitness версии 3.11. Ссылку на него я оставлю внизу в описании под роликом на мой Telegram, оттуда вы его и сможете установить. Друзья, при установке этой версии приложения Mi Fitness смартфон может на него ругаться, так как в Play Market совсем другая версия, а эта версия не предназначена для нашего рынка. Но здесь не волнуйтесь, нажимаем все равно установить, я это все проверял, все хорошо работает, никаких вирусов и так далее здесь нет. Приложение установлено, я открываю его. Вы, наверное, уже заметили, что приложение на английском языке, сейчас я про это расскажу, но пока нужно зайти во вкладку Health. Теперь нажимаем сюда, 3 точки, статистика. Здесь выставляем количество шагов, которые мы хотим проходить за день, например 3000. Окей. Теперь приложение можно закрыть. Далее удерживаем на нем «О приложении», «Разрешение приложений», находим «Физическая активность», «Разрешить». Это меню можно закрыть. Идем на рабочий стол, делаем щипок, виджеты и находим здесь приложение Mi Fitness. У меня оно оказалось в самом низу. Удерживаем на этом виджете и помещаем его сюда. Клацаем на него и попадаем в подсчет шагов. Здесь помимо пройденных шагов также будут отображаться ваши сожженные калории. Друзья, эту версию Mi Fitness и этот виджет я тестировал на своих смартфонах Xiaomi. У меня работает именно эта версия. Этот виджет с этой версии отображает шаги. И как вы уже поняли, версия этой программы на английском языке. Но также, друзья, у меня есть глобальная версия Mi Fitness, сейчас я ее установлю, у которой также появляется этот виджет. К слову добавлю, если у вас не будут устанавливаться эти версии Mi Fitness, которые я вам дал, то вам нужно будет удалить их старые версии. И вот смотрите, сейчас я установил глобальную версию Mi Fitness, у которой также есть этот виджет. Я его добавляю себе на смартфон, захожу в программу, теперь здесь все меню на русском. Но почему-то на моем Redmi Note 10 Pro этот виджет не отображает шаги с этой версии Mi Fitness. Появляются пройденные шаги со старой версии, которую я уже удалил. Пожалуйста, напишите в комментариях, также у вас это или нет. Скачать обе эти версии вы сможете по ссылке в описании. Напомню, что Mi Fitness 3.14 это глобальная версия, на которой у меня не считает шаги, а Mi Fitness 3.11 у меня считает шаги. А вот второй виджет, который работает через ленту виджетов, работает безотказно. Чтобы он у вас появился, нужно установить два таких файла. Первый файл называется MIUI App Vault, нужно установить его первым. Вторым файлом устанавливаем App Vault Global 3.5. После этого на вашем рабочем столе появится приложение лента виджетов, которое прекрасно работает. Но, к сожалению, пока здесь невозможно перетаскивать виджеты на рабочий стол. Они отображаются только в этой ленте. Но она нам не нужна. На рабочем столе сделаем щипок, зайдем в виджеты и находим такой раздел «Лента виджетов». Удерживаем на нем, переносим на рабочий стол. Это и есть виджет наших шагов. Так что, друзья, я объяснил вам, как установить эти виджеты подсчета шагов, а вы уже выбирайте и решайте, какой вам больше нравится. Конечно же, ссылка на эти файлы будет также в описании под роликом. И последний виджет, который мы на сегодня установим, это официальный виджет, который работает с приложением «Музыка».
Здесь все еще проще. Вам просто нужно установить версию Mi Music Global, которая несет в себе виджет. Ссылка, конечно, также будет в описании. И как вы уже поняли, на рабочем столе также делаем щипок, находим приложение «Музыка». После обновления у вас появится такой виджет, который вы сможете добавлять на рабочий стол. Если захотите удалить обновления, которые мы установили, либо в целом приложение, зайдите в настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать системные процессы, по-английски пишем Mi Fitness, удаляем приложение. Так удалится все приложение. Чтобы удалить ленту виджетов, по-русски пишем лента. Удалить обновление. Теперь по-русски пишем музыка. И также удаляем обновления, если вам это нужно. Не забудьте подписаться на канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь.